У нас были некоторые беседы на днях с преданными, которые возили меня по городу, и с преданными, с которыми мы сейчас живем, у которых мы живем на квартире. Sometimes we were discussing what is better, the situation here now, or maybe the situation 30 years ago. И мы иногда обсуждали, что лучше, ситуация социальная, политическая сейчас или ситуация, которая была 30 лет тому назад. And how is life here today compared with other places today? И какова настоящая жизнь в наши дни с прошлыми временами? There are different ways of analyzing such situations. Есть разные точки зрения, с которых можно анализировать эту ситуацию. One may argue in favor of this political system or that economic system. Кто-то может сказать, что вот лучше была эта политическая ситуация или вот это экономическое состояние. On the material platform, you could say people were happier then instead of now, or happier now instead of then. На материальной платформе можно сказать, что люди были счастливее тогда, вместо того, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Или люди более счастливы сейчас, по сравнению с тем, что было в прошлом. Everyone has their different theories. У всех есть свои разные личные теории. Often it depends on when they were born. И часто эти теории зависят от года, в которые они родились. Or it depends on what their parents thought. Или зависит от того, что думали их родители. Or where they were born. Или от того, где они были рождены. Material life is full of so many different perspectives. It becomes bewildering. Материальная жизнь преисполнена разнообразных перспектив, и эти перспективы все вместе сбивают с толку. So how do we judge what is painful existence and what is a better life? Как же мы можем судить, вот что представляет собой жизнь, преисполненная страданий и боли, и что представляет собой жизнь, преисполненная счастья? Actually, material life simply gives you the choice between lesser misery and greater misery. And the lesser misery you call happiness. На самом деле материальная жизнь предоставляет вам свободу выбора между меньшими страданиями и большими страданиями. И вот меньшие страдания — это как раз именно то, что мы называем счастьем. Can you understand that? Понимаете это? Well, I'm not suffering now, so I must be happy. Ну, видите, я сейчас не страдаю, значит, я счастливый. Or, you make me forget my suffering and anxiety. Therefore, you give me happiness. Или ты вынудил меня забыть о моих страданиях и моих беспокойствах, поэтому ты являешься тем, кто приносит мне счастье. Think about it. Подумайте только To об the этом. degree that something or someone helps us to forget our problems, then we say, oh, you give me joy. До той степени, до которой кто-то или что-то позволяет нам забыть о наших проблемах, мы сразу начинаем думать: о, ты являешься источником моей радости. We like to be in situations, we like to be around persons who suspend our sense of being in anxiety and problems. Нам нравится быть в обществе людей, которые как бы подвешивают наши страдания, которые как бы замораживают наши страдания на какое-то время. So in other words, we look at people and things and situations of this world as potential drugs that will help us forget our problems. То есть, другими словами, мы смотрим на людей, которые нас окружают, как на потенциальные лекарства, в общении которых я могу забыть о своих материальных проблемах. I hope you can understand this. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я сейчас говорю. We are carrying such a load of anxieties, birth after birth. То есть мы несем такое бремя различных беспокойств, которые тянутся за нами рождение за рождением. The anxiety and stress is not simply from this life. Беспокойство и стресс происходит не только в этой жизни. We are carrying anxieties and stresses that have accumulated over many lifetimes. Мы носим на своих плечах беспокойство и стресс еще с предыдущих множества рождений. So we're trying so hard to forget that burden of anxiety. И мы так тяжело пытаемся как-то избавиться от этого бремени беспокойства. If you can understand this motivation, this core motivation, you'll see a lot of what's going on.
Если вы поймете эту коренную мотивацию, то вы откроете глаза на множество вещей, которые происходят вокруг нас. We're crying out to persons, to places, to things. Help me to forget my anxieties. То есть мы обращаемся к людям, окружающих нас, что, пожалуйста, помоги мне забыть о моих страданиях. We want to be like children because it seems that children have no consciousness, generally speaking, of problems around them. Мы хотим быть подобны детям, потому что мы видим, что дети в целом не осознают проблемы, которые их окружают в жизни. But it does depend on what is the situation that you took birth in. Но поэтому это зависит от ситуации, в которой вы родились. Still, people imagine that children are so free from care and anxiety. Все же люди воображают, что дети настолько свободны от разных беспокойств и стрессов. That's why many, especially mothers, they like children. Именно поэтому матерям нравятся их дети. Oh, you are so cute, you are so free. Ты такой миленький, такой свободненький, So spontaneous. такой спонтанненький. And some psychologists, they say that their mission is to revive in you the inner child. И некоторые психологи говорят, что их миссия как терапевта заключается в том, чтобы возродить внутреннее потерянное дитя. That playful spirit of free child that's supposed to be in everyone. Это дух играющего свободного ребенка, который сейчас находится где-то в глубинах подсознания каждого. You should not be a serious adult thinking about problems all the time. Ты не должен все время быть серьезным, просто взрослым, который только решает в голове проблемы. Just have a playful nature like a child. То есть у тебя должна быть такая игривая природа, как природа ребенка. But remember, last night we discussed how Maya deals with the children of the material energy. Помните, вчера вечером мы обсуждали уже этот момент, как Майя поступает с детьми материальной природы. Your innocence, your so-called innocence and freedom as a child simply gets you into trouble. Ваша так называемая невинность и свобода, ребячая свобода, просто приносит вам еще больше проблем. Even though you will take shelter of the material energy with innocence, still your head is cut off. И хотя вы невинно принимаете прибежище у материальной природы, вам все равно отрубят голову. We can't believe this. Не можем даже в это поверить. Must be some mistake. Наверное, какая-то ошибка получается. How could the world function in this way? Как мир может вообще существовать таким образом? I am an innocent little child. Я невинный маленький ребенок. Creative and free and spontaneous. Я такой креативный, спонтанный, свободный. I lay my head on the lap of Maya. Я кладу свою голову на колено к Майе. Maya invites me. Rest in peace. Майя приглашает меня: о, покойся с миром. Go to sleep, my little child. Спи, мое маленькое дитя. I will nourish you. Я буду питать тебя. I will care for you. Я буду заботиться. I will give you love and fulfillment. Я буду любить тебя и удовлетворять все твои желания. And as soon as you fall asleep, off goes your head. И как только вы засыпаете, ваша голова слетает с плеч. We can't believe it. И мы No, that didn't happen. не можем в это даже поверить, что нет, это не имело места, это не случилось. And Maya tells you, right, it didn't really happen. И Майя говорит: да, правильно, этого не было. Try again. Поэтому постарайся еще один раз. There was some little malfunction in the system. Система не сработала, маленькая ошибочка получилась. Talk to your friends, they'll tell you that. Вы с друзьями поговорите, они вам подтвердят это. Everyone knows that. You should keep trying until you are materially fulfilled. Все знают, что вы должны пытаться изо всех сил вновь и вновь, пока вы в конечном итоге не стабилизируетесь материально. Whatever you do, don't give up. И что бы ты там ни делал в материальном мире, ни в коем случае не бросай. Keep trying. Продолжай стараться. Others are having these things. What about you? Все остальные имеют эти вещи, как насчет тебя? You deserve these things. Ты заслуживаешь эти вещи. If you've made some mistakes, just forgive yourself. Если ты совершаешь какие-то ошибки, ты должен себя простить. Yes? Any of you here have done like that? Кто-то из вас думал таким образом?
Okay, I made some mistakes, but I forgave myself. It's all right. Ну ладно, я там сделал кое-какие ошибки, но я себя простил, поэтому жизнь продолжается. I'm moving on. Я иду дальше. Being positive. Я позитивный. I will positively lay my head on the lap of my hand. Я позитивно буду класть свою голову на коленах моих. I'm positive about life. Я позитивен относительно жизни. I see a future. Я вижу будущее. What do you think? Что вы думаете об этом? What we are looking for does not exist within the material energy. То, что мы ищем в рамках материальной энергии, не существует. We explain how the more you try to be independent, the more dependent you become. Мы уже объясняли, что чем более вы пытаетесь быть независимым, тем больше в большую зависимость вы впадаете. You have to have some spiritual vision to see this process. Вы должны обладать духовным видением для того, чтобы видеть этот процесс. The more I try to become independent, the more caught in dependencies I am. Чем больше я пытаюсь стать независимым, тем больше зависимостей у меня появляется. Remember the statement by King Muchakunda in Krishna Lila? Помните это утверждение царя Мучакунды в Кришна-лиле? He was giving his autobiography of a royal enjoyer. Он рассказывал свою автобиографию царского наслажденца. He was explaining who he was to Krishna. Он Кришне объяснял, кем он был в прошлом. I had so much power. У меня было столько могущества, I had so much opulence. столько богатства, I was the controller. столько роскоши, я был управляющим всего. Let me reveal something to you. Я хочу открыть тебе кое-что. During the day, all kings from neighboring empires would come and bow down and touch their helmets to my feet. Днем все соседние цари из соседних царств, они приходили и склоняли свои шлемы к моим стопам. That's how powerful I was. Вот настолько могущественным я был. But what happened at night? А что случалось затем по вечерам? I had to go to the quarters of my queens and fall at their feet begging for sense gratification. Я должен был идти в покои моих царевин и на коленях умолять их о чувственном наслаждении. So you might say, oh, but you had a palace full of women. Oh, this is independence. Вы можете сказать, ну подождите-ка, у вас же был целый дворец, полный до отказа женщинами, это же и есть свобода. You are so opulent, you are enjoying life. Вы жили в такой роскоши и наслаждались жизнью. But he understood he was trapped. Но он понял, что он попал в капкан. Although during the day I present myself as the controller, at night I have to fall on the floor begging for gratification. Хотя днем я был превеликим царем, перед которым все склонялись, а по вечерам я должен был на коленях ползать, просто умоляя женщин о каком-то наслаждении. Like a slave. Я был подобен рабу. So this is how material nature treats us. Вот как относится к нам материальная природа. Real independence is only in relationship to Krishna. Настоящая независимость имеет место только в наших взаимоотношениях с Кришной. The more you depend on Krishna, the more independent you become. Чем больше вы зависите от Кришны, тем больше независимым вы становитесь. What is the nature of that independence in relationship to Krishna? В чем природа этой независимости во взаимоотношениях с Кришной? You are independently tasting the bhakti rasa. Вы независимо просто испытываете вкус бхакти-расы. So in the dealings of Krishna's associates with him, you see real independence, even though they are all dependent on Krishna. Поэтому во взаимоотношениях между близкими спутниками Кришны с Кришной вы видите проявление истинной независимости, хотя они сознательно ставят себя в зависимое положение от Кришны. In the Loka Vrindavan, the behavior of the cattle herd boys and the gopis, they are totally dependent on Krishna, but within that tasting of bhakti rasa, they are independent. На Галоке Вриндаване мальчики-пастушки, они полностью ставят себя в зависимое положение от Кришны, но это зависимое положение имеет место в рамках вот этой бхакти-расы, бхакти-бхавы. In other words, we are redefining the situation. То есть, другими словами, мы пытаемся переоценить эту ситуацию.
or redefining what is independence. переоценить, что же такое независимость. If you're bhakti smart, you will catch this. Если вы разумны с точки зрения бхакти, то вы уловите смысл того, о чем сейчас идет речь. True independence does not refer to a situation, it refers to a taste. Истинная независимость не относится к ситуации, она относится ко вкусу. But you are confusing it with a situation. Но вы сбиты с толку именно относительно ваших ситуаций. Political situation, economic situation. Политическая ситуация, экономическая ситуация, Gender situation. Ситуация полов. But real independence means a flavor, a particular rasa. Но истинная независимость заключается в определенном вкусовом оттенке в расе. Like when the gopis decorate themselves to please Krishna. Подобно тому, как гопи украшают себя для того, чтобы просто удовлетворить Кришну. They are tasting independence. Они испытывают независимость. When they give sidelong glances at Krishna. Когда они бросают длинные взгляды в сторону Кришны. They are tasting independence. Они испытывают независимость. When the cowherd boys say to Krishna, Krishna, taste the lunch that my mother gave me. Когда мальчики-пастушки говорят Кришне: Кришна, попробуй, пожалуйста, мой обед, который мои родители мне дали. They're tasting independence. Они испытывают вкус независимости. But we are so foolish, we think that independence is some material situation. Но мы настолько глупы, что считаем, что независимость это просто какая-то материальная ситуация. No one tells me what to do. Это ситуация, когда никто не может мне сказать, что мне делать. No one except the three modes of material nature. Никто, конечно, за исключением 3 гун материальной природы. Which force a particular taste upon us. Которая просто проецирует определенный конкретный вкус чувственных наслаждений на нас. The taste of triguna maya. Это вкус тригуна майи. But in tasting bhakti rasa, you are free. Но вкушая бхакти расу, вы свободны. Even though your heart is bound to Krishna. Хотя ваше сердце связано с Кришной. You are tasting independence, tasting freedom. Вы испытываете вкус независимости, вы испытываете, что такое свобода. When Krishna blows his flute, you cannot resist. Когда Кришна играет на своей флейте, вы не можете выдержать. You run to him. Вы просто бежите к нему. But you're tasting independence. Но вы испытываете вкус независимости. Can you understand that? Понимаете это? If you can understand that, you'll be free from all desires for so-called independence of material life. Если вы это поймете, вы освободитесь от всех ваших желаний, так называемой независимой материальной жизни. During the kirtan, when you're tasting nam-rasa, you are tasting real independence and freedom. Во время киртана, когда вы испытываете вкус нама-расы, вы как раз испытываете истинную независимость и свободу. You are not simply forgetting your troubles, you are tasting the nectar of true freedom. Это не просто состояние, когда вы забываете о своих сложностях, это состояние, когда вы испытываете вкус свободы. That rasa you're tasting is about Krishna, I want to serve you, I want to love you. Раса, которую вы испытываете в этот момент, переводится следующим образом: Кришна, я хочу служить тебе, я хочу любить тебя. Even the devotee feels a sense of ownership. И даже когда преданный испытывает определенное чувство собственности. The Sanskrit term is mamata. На санскрите этот термин звучит как мамата. Krishna is my friend. Кришна мой друг. Or the parents think, Krishna is our son. Или родители думают, Кришна наш сынок. Or the gopis think, Krishna is our boyfriend. Или гопи думают, Кришна наш друг, возлюбленный. This is mamata, possessiveness. Это называется мамата, чувство обладания. This is part of the taste of real independence and freedom. Это часть вкуса истинной независимости и свободы. Krishna is mine. Кришна мой. That taste is eternal and unlimited. Этот вкус вечен и безграничен. So what is another way of looking at what is better existence? Итак, с какой точки зрения еще можно посмотреть на более лучший вид существования? Sometimes devotees wonder, should I go here? Should I go there?
Иногда преданные думают, должен я поехать туда, или быть здесь, или там. Should I live here? Should I live there? Должен я жить вот в этом месте или в том месте. I was just thinking of something funny. Я кое-что вспомнил, но не буду вам Should I tell you? говорить. Или все-таки рассказать? Want to know everything? Вы хотите все знать прямо, да? So, a few times, maybe 3 years in a row, when I was going to the Ukraine festival, when it was in Odessa. Еще когда фестиваль имел место в Одессе, уже вот 3 года подряд, когда я приезжал на этот фестиваль, всеукраинский фестиваль, I had one tall, strong, handsome devotee from New Zealand traveling with me. со мной путешествовал один высокий, крепкий парень, такой преданный из Новой Зеландии. You remember him? Yeah. You know him, Pumna Krishna, yes. You knew him? So, he was not married at the time. В то время он не был женатым. So you know what that meant. Вы знаете, что это означает. The word spread very quickly. Молва быстро распространилась. Кандидат приехал. Suddenly I had so many ladies approaching me. И вдруг внезапно ко мне на Дашин целая очередь женщин выстроилась. Maharaj, please be my Siksha guru. Пожалуйста, станьте же моим шикшагуру. I thought, oh, I'm very spiritual. Я такой духовный. And then I realized why they were saying that. И затем я понял, к чему они клонят. Because they all wanted to be considered a choice by this devotee who's traveling with me. They would marry him and then they could go live in New Zealand. Потому что они хотели попасть в список вот тех преданных, которого этот преданный будет учитывать как потенциальную кандидатуру. Как бы я не думаю, что вот если я выйду замуж за него, я попаду в Новую Зеландию. So they're thinking, we want a better material situation. Другими словами, они просто думали, мы хотим лучшую материальную ситуацию. We're always looking for, materially speaking, we're always looking for some better material situation. С материальной точки зрения мы просто всегда ищем лучшую материальную ситуацию. But a devotee looks for where does Krishna want me to serve him and how. Но преданный думает с точки зрения, где Кришна хочет и как он хочет, чтобы я ему лучше служил. Преданный всегда ищет возможность доставить Кришне наслаждение. And you get the strength and the vision to look for Krishna's pleasure by associating with sincere devotees. И вы получаете силу и энтузиазм служить или искать возможности доставлять радость Кришне, общаясь с энтузиастичными преданными. So, in the discussion between Ramananda Roy and Chaitanya Mahaprabhu, very wonderful standard for judging what is painful existence came up. В этой знаменитой беседе между Раманандой Роем и Господом Чайтаньей Махапрабху наружу вышло очень интересное объяснение того, что такое истинное счастье. The most painful existence истинное страдание, простите. is when you have no devotees around. То есть самое большое, великое страдание – это ситуация, когда вокруг вас нету преданных. When there are no advanced devotees around you, that is the most painful existence. Когда рядом с вами нету продвинутых преданных, это самая доставляющая боль ситуация. So that is the best way for you to judge. Поэтому это лучший способ для вас обдумывать ситуацию или выбирать, куда вам идти и где быть. Whether 30 years ago in Moldova was better or now is better. То есть вот с этой точки зрения мы должны думать, было ли 30 лет тому назад в Молдове лучше или сейчас лучше. Look and see. How can there be the most devotees and the most advanced devotees? Поэтому вы просто посмотрите, где есть продвинутые и самые продвинутые преданные. Absence of sincere and advanced devotees is the most painful existence. Отсутствие искренних, продвинутых преданных является самой болезненной ситуацией существования.
So I was telling your temple president my reactions when I was doing underground organizing of Krishna consciousness in communist Europe, starting in 1978. Я рассказывал вашему президенту храма о том, через что я прошел в 1978 году, когда я пытался организовать подпольную проповедь в странах бывшего соцблока. I hated the system. Я ненавидел систему. Why? Почему? For economic reasons or political reasons? С экономической точки зрения или с политической? No. Нет. I hated it because they were crushing devotees and preventing the existence of devotees. Я ненавидел эту систему просто за то, что она давила преданных, не позволяла преданным жить или быть. Violently, aggressively. Эта система подавляла преданных очень жестоко и очень агрессивно. So that is the Shastric way of judging what is a good situation, what is a bad situation. Вот вам шастрический способ рассуждать, что является лучшей ситуацией, а что является худшей ситуацией. Where devotees can gather together and make spiritual advancement, that is a good situation. Where such a gathering is prevented, that is the most painful situation. Где преданные могут собираться и продвигаться духовно вместе, это хорошая ситуация. Там, где преданные не могут собираться, не могут продвигаться вместе в служении Кришне, это ужасная ситуация. The real wealth is freely associating with serious devotees and making spiritual advancement. Нашим истинным богатством является возможность по-настоящему общаться с преданными, искренними преданными и совершать духовное продвижение. So if you keep that in mind, you'll always be able to understand things clearly. Если вы всегда будете об этом помнить, вы всегда очень ясно будете разбираться в своих жизненных перипетиях. We don't care about so many different material concepts and this ism, that ism. Нам нет дел до разных материальных концепций, там, этот изм и следующий изм. We simply want to see where is the opportunity for devotees to associate together happily. Мы просто ищем возможности, где есть преданные, счастливые преданные, с которыми мы можем счастливо также общаться. And the most painful situation is when you have no association with serious devotees. И самая болезненная ситуация – это та ситуация, когда у вас нет возможности общения с продвинутыми преданными. Now, yesterday, I think, or maybe it was the day before, someone was asking me very sincere questions about how do we know when we're being too strict, and what about the middle path? Так, теперь, вчера или позавчера, я уже не помню, вот мне задавали этот болезненный вопрос. Вот, как понять, что означает быть серьезным, а в то же время как выбрать серединный путь и не быть фанатиком? I've heard that this is a very popular subject now. Я слышал, что в наше время это очень популярная тема для обсуждения. It's true? Правда? Yes. So I pointed out that ISKCON is like a hospital, and in the hospital there are all different types of patients. И мы обсуждали, что ИСККОН подобен больнице, и в больнице есть разные виды пациентов. There are some patients who follow the doctor's instructions, some who do it sometimes, and some who never do it. Есть пациенты, которые следуют наставлениям врача, есть пациенты, которые следуют иногда, есть пациенты, которые просто пренебрегают наставлениями врача. Remember, I gave the example about the classroom. Также помните, я давал пример с классом. The good students in the front, Хорошие студенты сидят на передних партах. just watching the teacher, Они просто с открытыми ртами смотрят на just soaking учителя. up everything. Они просто ушами всасывают каждое его слово. Remember, the teacher says jump, and the students say how high. Помните, учитель говорит, прыгайте, и ученики такие спрашивают, как высоко? And then there are the students in the middle of the classroom. И затем есть студенты, которые сидят в середине класса. Sometimes they are paying attention, sometimes not. Иногда они внимательны, иногда нет. Then there's the back of the class. И затем есть там сзади в классе. All the mischief makers are there. Там все проказники сидят.
laughing and joking, смеются, там, в общем, наслаждаются. not paying attention at all. Они вообще не проявляют внимательность. So, ISKCON is like that. Вот ИСККОН подобен такому классу. It accommodates all types of devotees. В ИСККОНе есть разного рода, разные категории преданных. There is the standard, but you cannot expect that everyone is going to be intelligent enough to follow the То standard. есть существует определенный стандарт, но вы не можете ждать, что все люди в нашем движении будут настолько разумны, чтобы идеально ему следовать. Not everyone is going to take the medical instructions so seriously. Не так, что все прямо поголовно будут принимать очень серьезно предписание врача. Not everyone has the same intensity of desire to become cured of the material disease. Не каждый обладает таким интенсивным желанием побыстрее избавиться от своей болезни. That's the way it's going to be. Так было всегда. But those devotees who take the doctor's instructions very seriously, they always keep everything uplifted and inspired. Но те преданные, которые очень серьезно всегда принимают предписания врача, они всегда очень воодушевлены, они всегда также воодушевляют людей вокруг. They do the greatest service because they allow others to see what is the real standard. Они совершают самое высшее служение, потому что позволяют другим на практике видеть, что такое, в чем проявляется высший идеал или стандарт преданности. And Krishna rewards them. И Кришна обязательно их вознаграждает. So, we do not terrorize devotees who do not want to follow strictly. Мы, конечно, не терроризируем тех преданных, которые никак не желают строго следовать. We try to uplift them and inspire them. Мы пытаемся их возвысить и вдохновить. They may take several births before they become serious about their spiritual life. Может быть, для таких преданных займет несколько рождений, пока они станут серьезными и серьезно воспримут духовную жизнь. You see, let me explain something. Да, хотите, я вам кое-что объясню? Have you ever gone to the forest and gathered some wood to light a fire? Вы когда-нибудь были в лесу и собирали хворост, чтобы зажечь огонь? And after you lit the fire, you poured water on the fire. После того, как вы зажигаете огонь, вы же брызгаете воду на огонь, правда? And you just, okay, let me light the fire again. И потом вы думаете, давайте-ка я еще один раз попробую зажечь огонь. Somehow or other, with great difficulty, the fire starts again. Так или иначе, с большими трудностями этот огонь загорается вновь. Lots of smoke, И много дыма появляется, because the wood is wet. потому что древесина впитала влагу. Anyway, the fire starts again, very, very hesitantly. Так или иначе, с большими колебаниями огонь возгорается вновь. And again, you pour water on it. И вы опять проливаете воду на огонь. And then you say, let me light the fire one more time. И затем вы говорите, давайте я попробую еще один раз зажечь огонь. You keep doing like this. Вы продолжаете так делать. It's very frustrating. Это очень сбивает с толку. It's self-defeating. Это как-то подобно самообману. So then what do you call that? И тогда как вы это называете? Oh, this is having a little Maya and a little Krishna. Так это просто у нас чуть-чуть Майя, чуть-чуть Кришны. A little fire and a little wet wood. Немного воды, немного огня и немного влажной древесины. В чем проблема? We should not be fanatical and just light a fire with dry wood. Мы не должны быть фанатиками и просто зажигать огонь с сухой древесиной. That's being extreme. Это такое крайнее мировоззрение. If the wood is wet, it's okay. Если древесина мокрая, то это нормально. Creates lots of smoke. Тут она создает столько дыма. Increases the variety. И у нас появляется разнообразие. We should not be so narrow-minded and simply try to start fires with dry wood. Мы не должны быть такими узколобыми, ортодоксами, которые пытаются только зажечь огонь, только используя сухую древесину. What do you think? Что вы думаете об этом? Material nature gives us enough impediments. We don't need to create our own.
Материальная энергия и так нам посылает столько препятствий. Зачем мы придумываем их сами для себя? But there will be devotees like that. Но все равно в нашем движении будут такие There are different преданные. levels. Потому что есть разные уровни преданных. Some devotees have to learn for themselves how frustrating it is to start a fire, pour water on it, start it again, pour water on it. Некоторым преданным придется на своем опыте просто понять, насколько это разочаровывает или как-то раздражает, когда вы пытаетесь зажечь огонь и поливаете его водой, затем опять пытаетесь зажечь, опять поливаете водой. What is the danger in doing that? В чем опасность этого? Oh, there are many. Есть на самом деле много опасностей. Sometimes you can't start the fire again in this lifetime. Иногда вы просто в этой жизни больше не сможете зажечь огонь. Another danger is that you'll become so frustrated by doing this. Другая опасность заключается в том, что вы настолько разочаруетесь в этих попытках, That you'll blame the process of bhakti. что вы будете упрекать несостоятельность процесса бхакти. Just see, there's no taste. Посмотрите, нету никакого вкуса в этом. I tried chanting Hare Krishna for 10 years. Я уже 10 лет пытаюсь повторять Харе Кришна. What is the use? В чем смысл? It's meant for the Paramahansas. Это для Парамахамса. Devotees from Omsk, they were telling me this is the latest notion that's going around. Преданные мне рассказывали, что это последние такие веяния, которые можно слышать вокруг. Bhagavatam is simply for the Paramahansas. Бхагаватам это только для Парамахамса. It says right in the second verse. Это прямо во втором стихе самого Бхагаватам написано. So, we are not following because we are not Paramahansas. Поэтому мы не следуем, мы же не Парамахамсы. What do you think? Что вы думаете? You have to decide what you want. Вы должны сами определить для себя, что вы хотите. How attentive and serious you want to be. Насколько серьезными и внимательными вы хотите лично быть. Sometimes there may be some slip, some mistake. Иногда вы можете поскользнуться, можете совершить какие-то ошибки. But the worst thing is to make a philosophy about it. Но самая ужасная вещь заключается в том, чтобы из этого затем делать целую философию. We want to create an inspiring association of devotees that is compassionate yet progressive. Мы хотим создать общество, где преданные будут воодушевлены практиковать. И это общество должно быть сострадательным, но в то же время оно должно быть прогрессивным. Это общество, в котором мы должны иметь возможность расти. We don't want to push away the devotees who are struggling, but we also don't want to push away the devotees who want to follow. Мы не хотим отталкивать преданных, которые не могут следовать, но в то же время не нужно отталкивать тех преданных, которые серьезно хотят следовать. We want to encourage everyone. Поэтому мы хотим воодушевить каждого. We want to give everyone the best. Мы каждому хотим дать лучшее. But remember, the worst thing we can do is create a philosophy to falsely justify our nations. Поэтому, пожалуйста, помните, что самое худшее в этой ситуации – это когда преданные создают целую философию просто, чтобы оправдать свое невежество. We may have a problem, but we are always glorifying the genuine process of bhakti. У нас, может быть, есть личная какая-то проблема, но мы должны всегда прославлять истинный процесс бхакти. That will make our reformation much easier. И тогда наш процесс преображения станет гораздо легким. But if we try to concoct some kind of new philosophy, Но если вы пытаетесь выдумать какую-то новую философию, it'll make it very difficult for us to become pure. то для нас станет очень сложным возможность очиститься. There was one small temple in New Zealand, В Новой Зеландии был один маленький храмик, and very few new devotees would be part of that temple.
И немного новых преданных присоединялись к этому храму. Because the older devotees, they were very cynical. Потому что преданные постарше были очень циничны. And anytime someone would try to, some new person would come, the older devotees would discourage. И каждый раз, когда какой-нибудь новый человек присоединялся к движению, преданные постарше как-то его отшивали. I know such things don't happen. Я знаю, конечно, что в Кришневе такого не происходит. Oh, you may be enthusiastic now, but just wait 2 years. О, ты, наверное, ты такой энтузиастичный сейчас, ну подожди 2 года. You may be very strict now, but we know what will happen as time goes by. Мы знаем, что ты сейчас такой строгий, но мы знаем, что с тобой случится по мере того, как пройдет немного времени. You may be fired up now, but soon you're going to have complications. Ты сейчас такой просто горящий, пылающий огонь, но очень скоро у тебя начнутся сложности. We know, we are older devotees, we know. Мы знаем, мы знатоки, мы старшие преданные. So, this particular new devotee, everyone kept telling him that. И вот одному такому новому преданному все продолжали одно и то же такое говорить. Don't try to follow strictly. Эй, не пытайся так строго следовать всему. No, you should understand that there is a middle path. Ты должен понять, что есть серединный путь. There is a way to light the fire and pour water on it at the same time. Можно умудриться зажечь огонь и в то же время лить на него воду. So he just kept hearing this all the time. И вот он это слышал все время. So finally, he went to the temple president. В конце концов он пришел к президенту храма. Yeah. Prabhu, Прабху, tell me, I just want to surrender to Krishna. Is it possible? скажите мне, я просто хочу предаться Кришне. Это вообще возможно? I just want to surrender. Can I do that here? Is it possible? Я просто хочу предаться. Я могу это здесь сделать? Это вообще возможно или нет? Every day, these older devotees are telling me that, just slow down, take it easy, don't do so much service. Потому что каждый день эти старшие преданные мне говорят, ты просто сбавь обороты, там, не бери так все серьезно. То есть, Don't jump too high in the kirtan. не прыгай слишком высоко головой в киртан. Don't volunteer for so many services. Не надо добровольно принимать столько служения на себя. We've seen what has happened to such fanatics. Мы видели, что с такими фанатиками случалось. So I know it's not like that here. Но я знаю, что здесь вы так не делаете. But this is how bad the situation can get. Но это вот то, насколько плохой может стать ситуация. So we have to think, do I want to become cured of the material disease or do I not? Поэтому мы должны для себя понять, хочу я излечиться от материальной болезни или нет. How many persons go to the doctor? Like, do they go to Brazilii and say, I just want a half cure? Вот сколько людей идут к доктору и говорят следующее, подобно тому, как вот если к Бриджабасе подойдут и сказать, вот вы меня излечите только наполовину. I have a big tumor, can you half take it out? У меня большая опухоль, но вы отрежьте, пожалуйста, только половиночку. No, they want it all out. They want to be problem-free. Нет, они хотят, чтобы он отрезал им полностью всю опухоль, чтобы полностью избавиться от проблемы. So why should we say to Krishna, Krishna, just half purify me? Поэтому зачем мы говорим Кришне, Кришна, ты меня очисть только наполовину. Just take away half of the Maya. Только половину Майи убери. When we talk like that, it means we don't know what we're saying. Когда мы говорим такие вещи, это означает, что мы на самом деле даже не понимаем, о чем мы говорим. So better than to distort the philosophy is not to say anything. Поэтому вместо того, чтобы извращать философию, лучше молчите. The bhakti process has already built into it the way for gradual progression. Сам процесс бхакти уже включает в себя возможность для постепенного роста. There's sadhana bhakti, raganuga bhakti. Есть садхана бхакти, есть рагануга бхакти. Everything in an orderly progression. То есть все описано в определенной прогрессии, правильной прогрессии. Perhaps what fools us is that the means are the same as the end. То есть, пожалуй, что одурачивает нас, это то, что средства и цель одинаковы.
We chant Hare Krishna in order to chant more Hare Krishna. Мы воспеваем Харе Кришна для того, чтобы в конце воспевать еще больше Харе Кришна. We engage in Krishna's service in order to serve Krishna more. Мы вовлекаемся в служение Кришне для того, чтобы еще больше Ему служить. So if we don't recognize that the means are the same as the end, Поэтому если мы не признаем, что средства и цель одинаковы, then we won't take the process that we have very seriously. тогда мы не примем этот процесс, который нам дали очень серьезно. So we want to be around those devotees who are serious about lighting the fire. Поэтому мы хотим быть в обществе тех преданных, которые очень серьезно хотят на самом деле зажечь огонь. That is the most luxurious existence. Это самое роскошное существование. So what do you think? Что вы думаете? Слишком просто зажигать огонь, то есть сухих дров. Поэтому мы придумываем такие способы. It's too simple just to lit the fire with dry wood. Therefore, we want complicated things. If you want to get warm, you light the fire. Но если ты хочешь согреться, тебе нужно просто зажечь огонь. And you're thankful that the wood is dry. И ты благодарен судьбе за то, что дерево сухое. Just like when you get on an elevator, you expect that when the door closes, the elevator goes up to your floor. Подобно тому, как когда ты заходишь в лифт, то ты ожидаешь, что после того, как двери закроются, лифт начнет тебя поднимать. Now what shall you say? No. Let the elevator go up halfway and get stuck. Вы же не будете говорить, что не, подождите, пусть лифт поднимется на полпути и затем застрянет. How many want halfway elevator? Кто хочет такого половинного лифта? Like, for example, where I'm staying. Например, вот тот подъезд, где мы живем. Devotees told me better not take the elevator because it often gets stuck and you are trapped inside for 3 hours before someone comes. Преданные мне предупредили в первый день, что Марадж, давайте решим, то есть заходим мы в лифт или нет, потому что вы можете там застрять на 3 часа иногда. Anyway, it's good exercise to go up to the 6th floor, 5th floor. Но я подумал, все равно, лучше я поднимусь пешком на 5-й этаж, потому что это в конце концов хороший вид размяться. Brother told me it happened to him, but he said fortunately he was with a devotee who he hadn't seen for a long time, so they had plenty of time for conversation. Правда, Гриндон мне сказал, что в прошлом году он застрял, но к его великому счастью он застрял в этом лифте с одним преданным, которого он не видел много лет подряд. И поэтому у них была спокойная возможность обо многом переговорить. When we were coming from the program last night, Прошлым вечером, когда мы возвращались с программы, Rajvasi, he was very enthusiastic. He said, "Come on, let's get on the elevator." Раджваси был очень энтузиастичным и сказал, что сегодня все, едем на лифте. I said, "Suppose that it gets stuck." Я ему сказал, так, а подожди, а вдруг он застрянет? I don't want to be stuck in the elevator for 3 hours. Я не хочу застрять в лифте на 3 часа. I said, "Don't worry, I will break down the door." Не переживайте, Махарадж, я разломаю этот лифт. He was so enthusiastic, I just accepted it. Он был настолько энтузиастичным, что я испугался и просто принял это. We were captivated by his pure enthusiasm. То есть мы попали в капкан его чистого энтузиазма. So we didn't think. Поэтому мы даже не думали много. But we walked. Today we walked, yeah. Сегодня мы шли пешком, Because he wasn't there. потому что его не было с нами. So, is that the kind of elevator you want? Так что, вы хотите вот такого половинчатого лифта? I don't want an elevator that goes all the way to the floor I want. I just want it to go halfway. Я Get stuck. не хочу садиться в лифт, который поднимет меня туда, куда мне нужно, вот, на высший этаж. Я хочу вот такой лифт, который поднимет меня только до половины пути.
to get an elevator that goes all the way to the floor you want is fanatical. И садиться в лифт, который вас поднимет на нужный вам этаж, это фанатизм. Yes, it's true. Да? Правда? It's too strict. Слишком строго. Find an elevator that just goes up a little bit and gets stuck there. Лучше найти лифт, который вас чуть-чуть поднимет, и затем вы застрянете. And then you have so much time for talking. И затем у вас будет столько времени побеседовать. We hope you don't have to go to the bathroom. И я, конечно, надеюсь, что вам не захочется в это время в туалет. This doesn't make sense. Нет в этом смысла. We need to understand the science of Krishna. Мы должны понять науку о Кришне. We need to understand what we are missing by clinging to our material desires. Мы должны понять, чего мы лишаемся тогда, когда всеми правдами и неправдами цепляемся за свои материальные желания. The process that Srila Prabhupada has given us is gradual. Процесс, который Прабхупада нам дал, он сам по себе является постепенным. You don't need to slow it down anymore. Вам не нужно притормаживать его больше. I was speaking somewhere, maybe it was Lugansk, about when I first saw Srila Prabhupada. Я рассказывал где-то, вот, может быть, в Луганске, о времени, когда я впервые увидел Шрилу Прабхупаду. He had come to the temple in New York in 73. В 1973 году он приехал в Нью-Йоркский храм. I had just moved into the temple. Я как раз переселился в храм. I moved in when I was chanting 13 rounds. Это было время, когда я еще повторял 13 кругов. So I was not shaved up yet or wearing a dhoti. Моя голова еще не была брита, и я еще не носил дхоти. I was just wearing a kurta and some pants. Я просто еще носил курту и какие-то штаны. And at that time in ISKCON there was no Prabhupada Guru Puja. В то время в ИСККОНе еще не проводились гуру пуджи Шриле Прабхупаде. There was just after you greet the deities, then you go and pay your dandavats to Prabhupada's Vyasasa. После приветствия божеств вы просто подходили к Vyasasане Шриле Прабхупаде и предлагали свои поклоны. So I remember Prabhupada sitting on the Vyasasana. И вот я помню, как Шрила Прабхупада сидел на Vyasasане. I would pay my dandavats. Я склонился в своем дандавате. Now I am fully surrendered. И вот теперь я полностью предался. It's easy to think like that because the means is the same as the end. Очень легко думать таким образом, потому что средство таково же, как и цель. I was chanting Hare Krishna then, I'm chanting Hare Krishna now. Тогда я воспевал Харе Кришна, и сейчас я воспеваю Харе Кришна. Of course, hopefully there is a big difference in the quality. Конечно, я надеюсь, что есть большая разница в качестве. So what do you think? Так, что вы думаете об этом? You have to decide what your goal is. Вы должны понять, что является вашей целью. But the worst thing to do is to concoct a philosophy. Но самое худшее, что вы можете натворить, это просто выдумать целую ложную философию. This has always gone on in ISKCON. В нашем ИСККОНе это всегда имело место. I remember as a young devotee in Los Angeles, Я помню, когда я был тоже молодым преданным, но уже в Лос-Анджелесе, 1975. в 1975 году. Some devotees, I can still remember them, I can still see them. They were very enthusiastically telling me about their new approach. Некоторые преданные, они были, я все еще помню их лица, они очень с большим энтузиазмом рассказывали об их подходе к делу. So, there's no need for us to be part of the inner devotional community anymore. Нам нет смысла быть частью вот общины преданных больше. We're going to go out into the world. Мы пойдем в мир, And в массы, we will make the whole world Krishna conscious и мы обратим весь мир в сознание Кришны. by entering within the world. Мы войдем просто в этот мир. Just like what Krishna did to the Keshi demon. Подобно тому, как Кришна это сделал в случае с демоном Кеши. Krishna took his fist and he pushed it inside Keshi's mouth. Кришна взял свой кулак и просто засунул его в рот демона Кеши. And then Krishna expanded his fist. И затем Кришна увеличил свой кулак. And that way he suffocated the Keshi demon. И таким образом демон Кеши, он задохнулся. Similarly, we don't need the association of devotees. Точно так же нам
больше нет необходимости общаться с преданными. Krishna is in our heart. Кришна в нашем сердце. We'll just go out to the material world. Мы просто уже пойдем туда, в мир, в материальный мир. Enter within it. Мы войдем в него. And like Krishna's fist, we will expand. И подобно кулаку Кришны мы просто расширимся. And I watched to see what would happen. Мне было интересно, а что будет дальше? And I saw that they didn't expand, instead they got swallowed up. И я увидел, к своему сожалению, что они не расширились, они наоборот были раздавлены. So it sounded like a very interesting philosophy. Поэтому это звучало как очень интересная But it философия. didn't work. Но она не сработала. Because they left the association of devotees. Потому что они покинули общение с преданными. Particularly they left the association of strong devotees. И в частности, они покинули общение очень сильных преданных. And they made a philosophy to form a group of very weak devotees. И они создали философию, вокруг которой сформировалась группа очень слабых преданных. To make an impression in this world, we need the association of strong devotees. Для того, чтобы оставить впечатление в этом мире, нам необходимо общение очень сильных преданных. Our strength is association with devotees who want to make advancement. Наша сила заключается в том, что мы хотим общаться с преданными, которые хотят, желают продвигаться. And based on their mercy, we may have an effect in the material. И на основе милости, которую мы от них получим, мы сможем как-то возыметь влияние на материальный мир. So when I travel all over the world, I always find that there's some speculation or some new notion why we shouldn't do something that we're supposed to do in bhakti. И вот, путешествуя по всему миру, поверьте мне, я во всех храмах слышу разные виды философии, которые говорят о том, что мы не должны так строго следовать принципам бхакти. It always happens all over the world. Это по всему миру имеет место. We should not waste our time in this way. Но мы не должны таким образом растрачивать свое время. We should recognize that not everyone is ready to follow everything. Мы должны признать, понять, что не все смогут сразу всему следовать. We should be compassionate, tolerant. Мы должны проявлять сострадание к ним. Well, at the same time, always trying to uplift everyone. Но в то же время мы должны пытаться каждого возвысить. The Shastra says that we should make friends with those who are on our level. Шастры говорят, что мы должны дружить с равными нам преданными. Uplift those who are beneath us. Мы должны возвышать преданных, которые находятся на более низком, чем уровне. And serve those who are more advanced than us. И мы должны служить тем преданным, которые более продвинуты, чем мы. But don't concoct a philosophy. Но не выдумывайте разные философии. That will make it very difficult to climb out of the hole. Это очень усложнит вам жизнь, и вы не сможете никогда выбраться из этой дыры. Because it's a normal human tendency that, well, if I'm having some problems, I also want you to have some problems. Это нормальная человеческая тенденция. Ну, вот у меня есть какие-то проблемы, я хочу, чтобы у тебя они тоже были. Since I'm in Maya, you should also be in Maya. А как я в Майе, ты тоже должен быть в Майе. And then if the whole temple is in Maya, then I don't feel bad. Тогда, если весь храм будет в Майе, то я уже себя неплохо буду чувствовать. Не буду чувствовать себя виноватым. No, that's not the situation we want. Нет, это не та ситуация, которую мы хотим. Any questions? Есть ли у вас вопросы? Вот вы говорите так, сказали, зачем мы придумываем себе придумываем? Преданные, давайте договоримся так. Вначале задаем вопросы по теме, и потом, если остается время, задаем вопросы на другую По теме тему. Пожалуйста. была цитата. Макс. Гуру Махарадж говорил, что мы, когда мы выбираем место, где лучше нам находиться, мы должны выбрать место, где более возвышенные преданные. У меня такой вопрос, мы сами должны определять, что вот эти преданные менее возвышенные, а я вот хочу вот это, я один. You said about this important criteria about how to choose a place where we shall live or stay, in reference to where there are advanced devotees, enthusiastic devotees. But how we decide who are advanced devotees and who are not so advanced devotees?
How can we see? See who is attached to chanting, hearing about Krishna. See who is selflessly trying to serve Krishna. Мы можем разобраться в этом, просто наблюдая за тем, насколько преданные привязаны к воспеванию святого имени, насколько преданные привязаны к самому принципу служения Кришне. Каким образом наш ИСККОН может стать социальным и может ли он быть социальным? In what way our ISKCON may become a social society and should it become a social society? In the sense that we will do some welfare social work and something like that. Or we will help people not only from the spiritual point of view but also from social point of view. Because the instruction of our acharyas, we can never lose sight that the most important thing is to help the real person, not the clothes that the person is wearing. В соответствии с наставлениями наших ачарьи мы должны всегда помнить, что истинная помощь обществу заключается в том, чтобы помогать самим личностям, а не просто их одеждам. Srila Bhaktivеданты Свами condemned material welfare work for a certain reason. Шрила Бхактиведанты Свами упрекал материальную благотворительную деятельность по одной лишь причине. He said it distracts the attention away from what is the real problem. Он говорил, что это отвлекает ваше внимание от того, что является истинной проблемой. So you think that you are doing good, but actually you're causing a problem by distracting people's attention away from what is the real thing they need to fix in their life. Поэтому вы думаете, что вы будете делать людям добро на социальном уровне, но на самом деле в каком-то смысле вы будете просто их отвлекать от истинной цели жизни. Can you understand that? Понимаете это? Я задаю это в контексте вот ситуации с Бхагавад-гитой. То есть нас же восприняли как асоциальное движение. И поэтому я вижу... Что вы имеете в виду асоциальное движение? Что мы очень радикальные такие, с одной радикальностью, с другой красавицей. People sometimes they are perceiving us as a very extreme society. Some people will always misperceive. Ну, некоторые люди всегда будут что-то неправильно понимать. If you try to completely please materialist people, you'll be a mad person. Если вы будете всегда пытаться удовлетворять материалистичных людей, вы станете сумасшедшим. Run naked in the streets and they'll love you. Если хотите, чтобы люди вас любили, тогда раздевайтесь, ходите голыми по улице, люди вас сразу полюбят. Give out free vodka and they'll think you're the greatest. Разливайте всем подряд водку, и они вас будут очень любить. There's one politician in South America like that. В Южной Америке есть такой один политик. He's the leader of Venezuela. Он лидер Венесуэлы. He has a very powerful political campaign. У него очень такая сильная политическая кампания, to attract the voters. чтобы привлечь людей, которые оставят свой голос. He has these rallies with thousands of persons present. Там он устраивает ралли, где собираются тысячи людей. He stands on a stage. И он стоит на трибуне. And he has a beautiful secretary with a very short skirt next to him. И рядом с ним стоит очень красивая длинноногая секретарша в мини-юбке. And he tells people, and he has a whiskey bottle in his hand. И в руке он держит бутылку с виски. And his arm around the secretary with the И он обнимает свою super short секретаршу skirt. в своей супер мини-юбке. This is our program, whiskey and woman. Вещает с трибун, что вот наша политическая кампания виски и женщины, и все с ума сходят и кричат: да, мы хотим. И тысячи людей кричат, поднимая руки: Харибол!
it takes some intelligence, spiritual intelligence, how to know how to reach people without sacrificing our essential message. Поэтому требуется разум для того, чтобы понять, как затронуть как бы людей, как привлечь людей, но в то же время ни в коем случае не жертвуя своими истинными ценностями. The general point, the basic point is, as I've said. Но в целом, по сути, это вот то, что я сказал. But there can be some fine points. Могут быть также тонкости. For example, prasad distribution, that is a very good way of simultaneous material welfare and spiritual welfare. Например, вот наша социальная программа – это распространение прасада. То есть это очень хороший вид помощи как с духовной, так и с материальной точки зрения. But first we have to make sure the devotees are eating sufficiently. Но вначале вы должны быть уверены, что самим преданным хватает достаточно прасада. That task never ends because devotees eat so much prasad. Но это, конечно, иногда очень трудно осуществимая вещь, потому что преданные едят столько прасада. Вопрос касательно, когда преданные берут ответственность за других преданных, да? И читая Чандра Махарадж ответил мне один раз, что критерии нашей дальнейшей ответственности за человека, которого мы уже как бы взяли под опеку, то, насколько этот человек следует наставлениям. Но как бы Махарадж сами говорит, что мы не можем как бы давить на людей, да, и в то же самое время мы в любом случае должны как-то помогать и вдохновлять их. Как вот ловить этот момент, что с одной стороны не давить на человека, и в то же самое время как-то вдохновлять его где-то в середине, так сказать. Once I asked Chaitanya Chandra Maharaj some question, he told me, we were talking about taking care about devotees, and his point was that the way by which you can check that you are really taking care about some devotee is that this devotee, a particular devotee, is following the process of Krishna consciousness. And today we were speaking that from one side we should not discourage devotees by being too strict, from another side we want to encourage them to follow. So how to find this middle, how to find this balance between not pushing them too much and at the same time to encourage them in their spiritual practice. Mainly today I was referring to we don't make up a new philosophy. То есть самое главное, что я сегодня говорил, это то, что мы не должны выдумывать новых философий. It takes some spiritual maturity to know how much to push a devotee. Необходимо на самом деле обладать духовной зрелостью для того, чтобы понять, вот где можно надавить на преданного. You are never wrong for telling the truth. Вы никогда не будете в положении, вот таком несправедливом положении, если вы будете действительно говорить человеку правду. Prabhu, this is Maya. Прабху, это майя. You should not do this. Ты не должен это делать. You're not wrong. Вы не правы. Вы как бы не... But, то есть не так, что вы не правы в этой ситуации. but as you become a more mature devotee, you find more and more expert ways of getting that message across. Но по мере того, как вы будете духовно прогрессировать, вы найдете более такие утонченные способы сказать ту же самую правду, но более доступным образом, более правильным образом. You build a relationship. Вы вначале начинаете выстраивать взаимоотношения с подопечным. Once someone trusts you and gives their heart, then they will accept so many things you say. И вот когда человек начинает вам доверять и вручает вам свое сердце, вот тогда вы можете уже начать говорить о каких-то вещах. But if you just immediately, just chop them. Но если вы просто правду матку в глаза сразу не говорите, просто отрубаете топором. Just like if I said,
you don't call householders maharajas unless they're kings. How can you say that? Я мог бы вам сейчас сказать, вы не можете домохозяину, даже старшему преданному сказать слово махарадж, потому что он не царь, и вы бы сразу испугались бы сейчас. How can you say it? Как вы можете так сказать? So I didn't say it, see? Но я даже не говорил, правда? Видите? There's an example. Вот вам типичный пример. What will it accomplish? What's the point? И чего бы я достиг, если бы я там подчеркивал это, и к чему бы мы пришли вообще? Should I show how expert I am in details? Должен ли я вам показывать, Vaishnava details. какой я искусен в разных вайшнавских деталях, премудростях, Show my prowess. чтобы показать вам, насколько я искусен? Let me correct this young Mataji. Ну, быстренько я поправлю эту молодую матаджу. What's the point? В чем смысл-то? Ну, спасибо вам, конечно, что поправили. Anyway, thank you for correcting me. В контексте сегодняшней лекции мы просто сказали, что мы должны двигаться по этой деятельности, Паша опять вышел от него. Шрила Прабхупада в своих книгах пишет о том, что нужно развить полное сознание Кришны, или развить сознание Кришны полностью. Можете, пожалуйста, раскрыть, что это значит полностью? In the context of that example that we gave today about the lift, who should reach the final destination that we desire, Srila Prabhupada also writes somewhere that we should achieve in this life complete Krishna consciousness. What does it mean, complete Krishna consciousness? That means we should become free of any desire except Krishna's pleasure. Это означает, что мы должны быть лишены любого желания, за исключением желания доставлять радость Кришне. That is our goal. В этом наша цель. So we don't need to put stumbling blocks in our way, more than are already there. Нет необходимости ставить препятствия на вашем пути, выдумывать препятствия на вашем пути, потому что у нас уже так много разных препятствий. We don't need to create some new philosophy. Нам нет необходимости выдумывать какую-то новую философию. We'll enter into the mouth of the Keshi demon and expand. Мы войдем в рот демона Кеши и расширимся, It's like Krishna's fist. подобно кулаку Кришны. I've seen all these philosophies. Я насмотрелся всех этих философий. You see, to deal with the material energy, you have to be very strong. Чтобы иметь дело с материальной энергией, вы должны быть очень сильными. So it is possible for devotees to make an impact in the material world, but they have to have a strong base in the association of devotees. Мы можем оставить очень сильное впечатление на материальное общество, но мы сможем этого добиться только тогда, когда у нас будет очень серьезная основа, которая создастся благодаря очень глубокому, тесному общению с продвинутыми преданными. It is possible to affect people in the outside world, but you have to have a strong sadhana. Мы можем повлиять на людей материального мира, но для этого у нас должна быть очень сильная садхана. Okay? Надо ли сознательно прилагать усилия по уменьшению своей материальной занятости? Или если мы погружаемся больше в духовную жизнь, то все решится наилучшим образом, не надо тратить внимание. Should we consciously make some endeavors to reduce our involvement in material activities, or just by being busy with devotional activities, this thing will be achieved automatically? It will be achieved automatically, but we can also help the process. Мы автоматически достигнем этого, будучи заняты в процессе преданного служения, но мы со своей стороны этому процессу должны также помогать. It depends how eager you are. Это зависит от того, насколько страстно вы этого желаете. It's like if you are sick and the doctor gives you some medicine and he says, take this medicine every day and gradually you'll become cured. Как, например, если вы тяжело больны, и врач вам дает лекарство, и говорит, каждый день принимай это лекарство, и ты вылечишься.
Okay, it will happen. Мы тогда можем подумать, ну да, это случится. But also there are changes you can make in your lifestyle that will help the medicine to act quicker. Но вы можете в своей жизни совершить некоторые перемены, которые помогут этому лекарству возыметь более быстрое действие. Okay? Depends on how eager you are. Поэтому зависит от вашего страстного желания. Have you ever schemed to get something in your life? Вы когда-нибудь планировали, думали над какой-то схемой, чтобы достичь чего-то в своей жизни? So then you know. Тогда вы знаете, о чем я говорю. So you should scheme how to get Krishna. Вы должны запланировать, то есть целую схему, как бы задумать, как получить Кришну. Yes, everyone knows how to scheme. Ladies, men. Все знают, как планировать, как создавать такие схемы, как мужчины, так и женщины. So make a plan how to get Krishna. Запланируйте, как заполучить Кришну. And be determined to execute that plan. И будьте преисполнены решимости, чтобы выполнить этот план. Remember how determined Rukmini was to marry Krishna? Помните, насколько решительной была Рукмини, чтобы выйти замуж за Кришну? Remember the letter that Rukmini wrote Krishna? Помните письмо, которое Рукмини написала Кришне? She had never seen Krishna, although actually she's his eternal associate. Она никогда не видела Кришну, хотя, с другой стороны, она является его вечной спутницей. But in this lila, she had never seen Krishna. Но в рамках этой лилы она еще никогда не видела She Кришну. heard about him from Narada Muni and she became completely attracted. Но она услышала о нем от Нарды Муни, она полностью привлеклась им. And she decided, Krishna, only Krishna can be her husband. И она решила, что только Кришна может стать моим мужем. And in that letter she wrote Krishna, she said, if I cannot get you in this lifetime, I will perform severe austerities for countless births until one day you are mine. И в этом письме она написала Кришне, что если в этой жизни я не смогу заполучить тебя, я буду жизнь за жизнью совершать аскезы, пока в конце концов когда-нибудь в будущем я не заполучу тебя. Has any lady ever told you men that? Мужчины, вам женщины когда-нибудь говорили такое? If I do not get you in this lifetime, I will perform severe austerities for countless births until I obtain you. Если в этой жизни я не заполучу вас, мужья, то я буду бесконечное количество рождений совершать аскезы, пока я не получу вас. Who here has heard that? Кто из вас слышал такое? That's the nature of the material world. Природа материального мира такова. But Rukmini is showing us what is real love. Но Рукмини показывает нам, в чем настоящая любовь. But if we say there's no love in the material world, people get very offended. Видите, когда стоит нам только сказать, что в материальном мире нет любви, люди сразу оскорбляются. But if you say, has any woman ever told you that she'll perform severe austerities for countless births until she attains you? Then, oh no one's ever said like that. Но в то же время, если я их по-другому спрошу, вот таких обидчивых людей, что вам когда-нибудь женщина какая-нибудь говорила, что если я не заполучу вас, я буду рождение за рождением совершать аскезы? How many ladies have seen a man that is so beautiful they curse the Creator for making eyes that blink? А теперь, кто из женщин видел когда-либо мужчину, который был бы настолько красивым, что вы бы проклинали Творца за то, что у вас есть веки, которые закрывают вам вид этого мужчины даже на долю секунды? I can't stand it when my eyes blink. Я не могу выдержать, что мои глаза закрываются даже на долю секунды. Just in that tiny split of a second, I can't see you. Даже в течение этой доли секунды я не могу тебя видеть. That's how beautiful Krishna is. Вот насколько красивым является Кришна. So this is why we say there's no real beauty or love in the material world. Вот почему я говорю, что нету настоящей красоты или любви в материальном мире. And unless you know about Krishna, you won't understand that statement. Но пока вы не знаете Кришну, вы никогда не поймете это утверждение.
in the beginning of ISKCON, we used to preach like that, and Prabhupada appreciated it. В самом начале наших дней в ИСККОНе мы проповедовали таким образом, и Прабхупада это как-то оценивал. Because it's true. Потому что это правда. But of course, as we become older, we learn more tactful ways of presenting bhakti. Конечно, по мере того, как мы стали взрослеть, мы начали чувствовать и как-то пользоваться более тактичными способами представлять эти истины. In the early days of ISKCON in 1967 or 68, if some newspaper reporter would call up to talk to a devotee and ask, "What is this Krishna consciousness?" В самые первые дни сознания Кришны, 67-68 год, если какой-нибудь репортер из газеты позвонит нам в храме и скажет, что я хочу взять у вас интервью для того, чтобы понять, что такое сознание Кришны. And the devotee would just say something like, "The message of Krishna consciousness is, this world is hellish without Krishna." Преданный сразу взахлеб ответил, что послание сознания Кришны или смысл сознания Кришны заключается в том, что этот мир является адом без Кришны. Then the next day you look at a newspaper and that would be the article. На следующий день вы The title would be, "It's a hellish place without Krishna." прочитаете самый большой заголовок в этой газете, что этот мир является адом без Кришны. Prabhupada would appreciate it. И Прабхупада это оценил. It's true, it's true. Говорил, да, это правда. So Prabhupada never discouraged bhakti enthusiasm. Прабхупада никогда не пытался как-то обескуражить энтузиазм преданных в своем бхакти. Because without enthusiasm, everything is dead. Потому что без энтузиазма все является мертвым. Like my god sister Malati, she had a 5-year-old daughter. У моей духовной сестры Малати, у нее была 5-летняя дочь. And the 5-year-old daughter would just go around saying, walking up to strangers saying, "Do you know who Krishna is?" И вот маленькая дочь ее подходила ко всем людям подряд и спрашивала, вы знаете, кто такой Кришна? Strangers. То есть даже к чужим людям. 5-летняя девочка подходила. Stranger. И No. чужой человек удивлялся, нет, я не знаю. She said, "He is the supreme personality of Godhead." И она говорила, что он, Кришна, верховная личность Бога. Prabhupada said, "This is big preaching." И Прабхупада говорил, это великая проповедь. Another time, on a train in France, she was trying to preach to some man on the train. В другой раз, будучи в поезде во Франции, эта девочка тоже пыталась проповедовать кому-то. So she would just repeat whatever she had been hearing as a 5-year-old in Bhagavatam. И она просто повторяла все то, что она слышала на классах по Бхагаватам, будучи в своем 5-летнем возрасте, все то, что, как ей понималось, она слышала на классах по Бхагаватам. She would just repeat exactly as she heard it. И она в точности повторяла то, что она слышала на лекциях. So the man, adults are very eager to hear philosophy from children. И взрослым людям очень нравится слушать философию от детей. So the man asked her, "So tell me about this Hare Krishna." И вот один человек спросил эту девочку, ну что, расскажи мне об этой Харе Кришне. She said, "We don't eat meat. Она сказала, мы не едим мясо, Don't gamble. мы не играем в азартные игры, We don't take intoxication. мы не принимаем интоксикации. And we don't have illicit sex with women." И мы не занимаемся незаконным сексом с женщинами. That's what she's hearing in Bhagavatam class. Это то, что она слышала на лекциях по Бхагаватам. So the main thing is utsaha, Rupa Goswami says. The first thing is enthusiasm. Поэтому самое главное, как говорит Рупа Госвами, это утсаха, это энтузиазм. So if you destroy that enthusiasm by so many concoctions, that's the greatest loss. И если мы разрушаем этот энтузиазм различными домыслами, то это величайшая потеря. You don't have to try so hard to become free of anarthas. Не надо так напрягаться прямо, чтобы избавиться от анарт. We all have anarthas. У нас у всех есть анархия, поэтому расслабься.
That kills the enthusiasm. Это убивает энтузиазм. And it's that enthusiasm that makes the atmosphere so fresh. И именно энтузиазм поддерживает атмосферу настолько свежей. I always say that the ideal combination is the enthusiasm of the new devotees combined with the maturity of the older devotees. И я всегда говорю, что идеальная комбинация – это энтузиазм молодого преданного со зрелостью старшего преданного. Enthusiasm without maturity can go off the rails. Энтузиазм без зрелости может сделать так, что вы съедете с дороги. But maturity without enthusiasm becomes dry. Но зрелость без энтузиазма остается такой сухой. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Как влияет на духовный прогресс пренебрежение материальными обязанностями? What is the influence on the spiritual advancement? What influence have on the spiritual advancement when we are neglecting our material duties? It depends what these duties are and how they relate to Krishna's service. Зависит от того, что это за обязанности и как они связаны со служением Кришне. You might say, I have a duty to my mother. Например, вы можете сказать, что у меня есть обязанность по отношению к моей матери. If you ask my mother, she'll say that's true. Если вы спросите мою маму, она вам скажет, да, это правда. What are you doing in Moldova? You should be home with me. Что ты там делаешь в Молдове? Ты должен сидеть дома рядом со мной. She doesn't even know where Moldova is. Она даже не знает, где там эта Молдова. So, some will say that's my material duty. И кто-то скажет, вот это вот моя материальная обязанность. She read a little of our books and she said, according to Vedic culture, the oldest son is supposed to look after the mother. Она немного читала наши книги и сразу мне выпалила, что в соответствии с ведической философией старший сын должен присматривать за мамой. That's one of the few things she knows about, our books. Это вот несколько вещей, которые она точно знает из наших книг. So I just tell her, but also, if the oldest son is supposed to take care of the mother is supposed to listen to the oldest son. Я ей в ответ говорю, что если старший сын должен заботиться о матери, то мать тогда должна слушаться старшего сына. That part she doesn't know. Но эту часть она не знает. So we have to understand what our practical duties are in relation to Krishna. Поэтому мы должны понять свои практические обязанности во взаимосвязи с Кришной. So it's not a situation I can answer generally. Поэтому я не могу вот сейчас в общем ответить на ваш вопрос. So you have to give me an example. Потому что вы должны мне дать конкретные примеры. Привести конкретные примеры. For example, studying at the university is not so interesting. Например, обучение в университете это не очень интересно. So why are you studying at the university? Так и чего вы там учитесь тогда в университете? Да, потому что, для родителей. For my parents. Huh? To please my parents. Well, that's a decision you have to make. Это ваше личное решение. Is it disturbing your Krishna consciousness? Беспокоит ли это ваше сознание Кришны? Нет, просто я не знаю, насколько нужно предаваться этому процессу. Я хочу больше времени уделить чтению книг Шрилы Прабхупады. No, I just don't know how much I should dedicate myself to the studying process because I would like to spend most of my time by studying Srila Prabhupada's books. Oh, that's a nice desire. Это хорошее, замечательное желание. So you need to discuss with someone who understands your whole situation. Поэтому вы должны эту ситуацию обсудить с тем из старших преданных, которые в целом понимают вашу ситуацию. I'm sure you have wise devotees here who can look at the whole picture. Я уверен, что здесь есть мудрые преданные, которые смогут как бы оценить всю вашу ситуацию в целом. I cannot answer in detail because I don't know all the specifics. Я не могу вам детально ответить, потому что я не знаю всей специфики вашей частной жизни. But if you have a sincere heart and you inquire submissively, then you can see what is the best way forward. Но если вы искренне в своем сердце
и вы будете задавать вопросы, то очень быстро ответ придет, и вы сможете быстро разобраться. You say you're studying at university to please your parents. Например, вы говорите, что вы учитесь в университете, чтобы удовлетворить родителей. Well, only you can decide how much that means to you. Но только вы для себя можете определить, какое значение это для вас имеет. Or maybe you're going to university because you hope it will bring you more money. Или, может быть, вы учитесь в университете, потому что надеетесь, что в будущем это даст вам больше денег. I don't know. Я не знаю. Householders, they need some money. Домохозяевам нужны деньги. Or maybe you're going to university and you're going to meet a future husband that you'll make Krishna conscious. Или, может быть, вы учитесь в университете в надежде, что вы встретите там парня, который станет вашим мужем, и вы его затем обратите в сознание Кришны. Я не знаю. Or maybe you will start some bhakti yoga club at the university. Или, может быть, вы просто начнете какой-нибудь клуб бхакти-йоги прямо в университете. So many reasons can be there. Могут быть множество разных причин. So you need to discuss with devotees who are experienced. Поэтому вам нужно все это обсудить с опытными преданными. Okay? You can also pray to the deities. What is the best thing I can do? Вы также можете молиться божествам. Что для меня является самым лучшим? Подскажите мне, пожалуйста. I don't know what is the situation in Moldova. Я не знаю в целом, какова ситуация в Молдове. My first time here. Я здесь впервые. I know, for example, now in the USA, that 50% of the university graduates will have to take a job that doesn't require university education. Я знаю точно, что в Соединенных Штатах 50% молодежи, которая окончила университеты, они пойдут на работы, где им вообще не нужен будет какой-либо диплом. Maybe Moldova is different. Может быть, в Молдове, конечно, по-другому все, я не знаю. Anything else? Что-то еще? Another question. Еще один вопрос. Планирует ли Гуру Махарадж в дальнейшем периодически приезжать? Are you planning in the future to come regularly to Moldova? How can anyone resist coming to Moldova? Как кто-то может воспротивиться тому, чтобы регулярно приезжать в Молдову? Oh, the places in the world. Из всех мест по всему миру. This was my heart's desire. Это было самое мое глубинное сердечное желание. But seriously, the devotees here are so nice. Но если честно, преданные здесь просто замечательные. Very genuine. Очень подлинные. So I'm very thankful to His Holiness Narendra Maharaj and Achyuta Priya Prabhu for sending me here. Поэтому я очень благодарен его святейшеству Шри Ниранджане Махараджу и Ачюте Прия Прабху за то, что они послали меня сюда. So I could experience such nice devotees. Чтобы я имел опыт общения с такими замечательными преданными. So I haven't left yet. So why should I start thinking when I will return? Я еще не уехал. Зачем мне думать, когда я вернусь? Tomorrow I will go to where? Belts. Belts. To see the palace in Belts. Завтра я поеду в Бельцы, чтобы увидеть там этот Бельский дворец. Radha Govinda Prabhu has worked hard to make this temple in Belts. What is it? And Yamuna Pran, this tall devotee here, И вот этот высокий преданный здесь, видите, ему направо. he has worked hard also on this project. Они вместе тяжело трудились над этим проектом. So
tomorrow I will go see it. Поэтому завтра я поеду посмотреть на него. И, пользуясь случаем, всех приглашаем завтра на открытие храма в Бельце. Пожалуйста, приезжайте. Программа будет вечером в 6 часов. Если кто-то из преданных захотят приехать с ночевкой, мы все организуем, там, где переночевать. I was talking with Achyuta Priya, and I was joking. Я беседовал с Achyuta Priya и шутил. I said, "Oh, I guess I'll never make it to Tiraspol in this lifetime." Сказал, что, пожалуй, в этой жизни до Тирасполя я так и не доберусь. He said, "Well, unless your life is very short, we'll see in the future." Сказал, что, ну, конечно, если у вас будет очень короткая жизнь, то, наверное, нет. Tiraspol is even more exotic country than Moldova. I heard all about it. Да, я наслышан. So, welcome, please welcome. The main thing, again, is happy existence is where there are sincere devotees. Но опять же, помните, что самое главное, мы должны понять, что счастливая жизнь — это там, где есть счастливые преданные. Painful existence is where there are no sincere devotees. А жизнь, преисполненная боли, это жизнь, где нету преданных. Or where devotees are being oppressed. Или где преданных подавляют. Oh, that's so painful. Это очень болезненно. I have experienced that pain. Я испытывал такого рода боль. So Krishna has blessed you with a nice place to gather. Кришна дал вам благословение в форме того замечательного места, где вы можете собираться. Nice community of devotees. Замечательная община преданных. So don't ruin it by manufacturing some concocted ideas. Поэтому не разрушайте эту общину, выдумывая какие-то измышленные философии, идеи. Please give me that one benediction. Пожалуйста, дайте мне это одно благословение. Okay, someone may be weak. These things happen. Ну да, кто-то может быть слабым в духовной жизни, это случается. But don't concoct some philosophy about it. Но не выдумывайте насчет этого целую философию. Don't pollute the atmosphere that way. Не оскверняйте атмосферу таким образом.